Добрый день, дорогие друзья! Ну и вот приветствую я вас в марте, приветствую на своем канале и готова вам рассказать про долгожданное лунное затмение, которое случится с нами совсем скоро, а это 25 марта 2024 года. Да, ребят, 25 марта, если округлить, то с 8 утра по 12:30 по московскому времени будет у нас с вами затмение. То есть понимаете, да, что в западном полушарии в Америке это еще будет около полуночи 24 марта. Поэтому здесь сделайте, я бы так сказала, такой разбег по времени, где вы живете, где вы находитесь. Если, конечно, вы хотите посмотреть лунное затмение, то его можно будет увидеть, если вы живете в Западной Европе, если вы живете в Северной, в Южной Америке, в Антарктике, большая часть Африки может увидеть, Австралия, Северо-Восточная Азия. На большой гигантской территории России, к сожалению, это затмение видно не будет. Но, ребята, зато ощущать мы его будем все, как говорится, независимо, где мы живем и проживаем, в какой стороне части мира, ну, потому что та же самая Турция тоже не сможет посмотреть, увидеть, как говорится, поэтому, но мы все будем, естественно, это ощущать, и события с нами будут со всеми случаться в канун этого затмения, в само затмение и, конечно же, позже. Если говорить четко и коротенько, да, то события как раз-таки начнут сбываться, случаться, да, за несколько дней до лунного затмения. И так как это лунное затмение открывает у нас с вами коридор затмений, коридор возможностей, который закончится 8 апреля солнечным затмением. Да, и вот именно в этот отрезок времени нас с вами ждет очень много интересных вещей, которые мы заслужили, да. То есть о чем это затмение? Ну, в прямом таком астрологическом смысле в момент затмения кармические узлы как раз-таки будут находиться, ну, естественно, они весь этот год находятся на оси Овна, весов, и как раз-таки будут на середине отметки этого знака, то есть половинку, да, 2023 года проходил вот этот отрезок времени, вот эта вот самая ось двигалась, да, и в начале 2025 года эти узлы перейдут с оси Овна, весов в знак Рыбы, Девы. И сейчас у нас остался как раз-таки еще половина этого времени. У нас с вами такой маленький, коротенький экзамен. Что сделали? Что делать собираемся? Куда собираемся идти? Зачем идти? Идти одним по жизни, либо идти в партнерстве. То есть какова наша личная жизнь, да? Какова наша, ну, можно сказать, успешность, да? Наши успехи на любовном фронте в том числе, да? Наше умение в коммуникации, в умении договариваться, в построении личных отношений, умеем ли мы строить как раз-таки мосты, или мы наоборот все рушим, да? Ну и, собственно, можем ли мы в этих отношениях идти вперед дальше, либо же мы стоим на месте. Естественно, сложно будет тем, кто стоит на месте, в принципе, ничего не делает для своей реализации. Напомню, что северный узел на момент затмения у нас находится в знаке Овна, и здесь такой момент, ребят, что Овен – это знак зодиака, которого вот есть одна очень мощная, главная функция и опция заложена в этом знаке зодиака – это делать. Независимо от того, что происходит вокруг, независимо от того, какие обстоятельства, грустные, печальные, тяжелые, но если это истинный Овен, он делает. Так вот, нас с вами жизнь всех заставляет жить как Овну, то есть развиваться, делать, идти вперед, стремиться, несмотря на то, что происходит снаружи, а снаружи в канун как раз-таки коридора затмения, вот этого лунного затмения, будет происходить разное, от новостной ленты, повестки, от моментов и вопросиков, которые мы
сделали, не доработали, в чем мы участвовали, в чем мы не участвовали. Плюс еще, естественно, у нас Солнце только-только вышло от соединения с Нептуном, уже так немножко уже вот так вот ушел вот этот вот нуар, такой легкий фон лени, очарованности, идеализма, да, то есть и мы уже так вот, я бы так сказала, в коридор затмений, уже вот так вот это лунное затмение будем встречать четко и понимать, что мы сделали, что мы не сделали, для чего. Естественно, на момент затмения у нас Лилит в оппозиции с Венерой. Венера у нас что? Отвечает и за любовь, и за деньги, и за отношения, и то, как мы договариваемся. Если мы хорошо умеем договариваться, мы классные дипломаты, денежки к нам идут, коллеги, люди к нам притягиваются, клиенты к нам идут. То есть у нас все возможности для раскрытия своего потенциала. Наши отношения в партнерстве тоже прекрасно себе процветают. Нам, в принципе, хорошо в партнерстве, да? Поэтому вот такие основные вопросики. Я не скажу, что сам день лунного затмения, он будет вот такой жесткий. По крайней мере, есть, конечно же, знаки зодиака, которым будет сложнее, чем другим, и это нормально. Не бывает так, чтобы вот всем прям было суперски по кайфу, да, поэтому здесь, естественно, обязательно расскажу про каждый знак зодиака, но чуточку позже, да, сейчас завершу мысль, общую такую тенденцию про всех. Прекрасно понимаете, дорогие, что это общий прогноз и гороскоп для всех. У каждого проигрывается, все может совершенно по-разному. Просто понимаете, что мы 7 миллиардов людей на планете, у нас у всех разные жизни, возрасты, мы живем в разных странах. Да, я очень рада, что меня смотрят с разных стран, это настолько приятно и волнительно, ребята, и спасибо вам всем большое. Даже знаю, что многие меня смотрят по субтитрам на разных языках, поэтому спасибо вам большое. Очень рада всегда читать ваши сообщения в личку под постом, под видео. Спасибо вам большое, это очень приятно, да, поэтому прекрасно понимаете, что мы все индивидуальны, поэтому я каждый раз делаю уточнение на это. И понимаете, что даже все знаки зодиака тоже живут по-разному. Невозможно рассказать один общий, стопроцентный гороскоп для всех, ну просто вы же это, я надеюсь, понимаете, это же адекватная такая история, правда? Поэтому если у вас свой индивидуальный вопрос и хотите, чтобы его никто не знал, в описании канала ссылочка, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично и решать вопрос быстро, насколько это только возможно. Вот. А сейчас возвращаюсь к затмению. Что у нас? На момент затмения у нас, в принципе, нам захочется выпечить такое свое эго, рассказать про себя, сделать что-то такое эдакое, да, потому что Юпитер будет в соединении с Ураном, две планеты, которые любят масштаб, любят красиво, любят ярко. Ну и, собственно, здесь, понимаете, прослеживайте, что это все будет базироваться на вот той самой квадратуре оппозиции, да, Лилит с Венерой. И здесь, конечно же, те страхи, которые есть у нас. Страхи потерять финансы, страхи потерять отношения, страхи не получить той выгоды, которую мы хотим. Да. У кого-то это душевная выгода, у кого-то это финансовая, у кого-то это эмоциональная выгода. Да. Поэтому здесь прекрасно понимаете, какие страхи у вас еще остались. И на основании этих страхов вам захочется прям очень много чего сделать. Но понимаете, этот коридор затмений у нас начинается с лунного затмения. И это не тот коридор затмений, который, если вы смотрели меня в 23-м году осенью, я вам говорила, ребята, начинайте, делайте. В этот коридор затмений я бы советовала нового не начинать. Начинайте за день, за два, за три до коридора затмений. И в коридор затмений просто продолжайте. Конечно же, есть те, кому я уже под видео отвечала, да, те видео, которые выходили ранее, там где заходил разговор про коридор затмений. Если я вам персонально сказала, вы внесли свои данные, дата, время, место рождения, да, и я вам сказала, что вам этой деятельностью заниматься можно, ну, это просто потому, что в вашей натальной карте на момент этого коридора затмений можно, наоборот, открывать бизнес, кому-то переезжать, кому-то выходить замуж. И это такая нормальная история, потому что мы помним, что весна у нас большая, огромная, яркая, интересная, и очень много событий на небе, поэтому хочется успеть все, особенно если вы продуктивный человек. Поэтому, ребята, понимаете, что если смотреть на общий гороскоп,
гороскоп, то в этот коридор затмений, в это лунное, я бы так сказала, уточнение затмения, необходимо обратить внимание на свои отношения, любовные отношения, что вы делаете там надо, что не надо, что вас останавливает от тех самых отношений, разобрать сухость своих эмоций и непроявленность этих отношений в том числе, разобрать вопросики, от которых вы, например, идете в измены, почему вы выходите из отношений, почему вы не вкладываете туда душу, почему вы не идете вперед. И самый большой такой глобальный вопрос, который очень важно бы понять и уяснить, это такой вопрос реализации, напоминающий северный узел в Овне. И он ждет, чтобы мы все действовали как Овны. А это как? Это действовать. И понимаете, самое главное, пожалуй, осознание, которое придет, это необходимость действовать. Необходимость действовать, сколько можно сидеть. И те, конечно же, кого эта мысль посетит, это прекрасное будет время. Естественно, в разных событиях, в разных сценариях у всех будет происходить все, у кого-то через грустно и печально. Но я ничего такого очень сильно грустного и печального на эти даты, вот я бы не сказала, что оно есть, да. Даже 24 и 26 у нас нет ничего такого супер-супер очень сложного. Ну, 26-го начнем понимать, куда необходимо действовать, для чего, как, где, зачем. И это прекрасно. Я всегда рада, что к вам приходят мысли, и вы говорите, вот спасибо, я признался себе в том, что всегда хотел скрыть, да, в чем боялся себе признаваться. И понимаете, вот здесь я вот двумя руками аплодирую, говорю, блин, круто и классно, потому что это великая сила признать там свои ошибки, признать свои поражения. Это говорит о том, что вы готовы идти вперед, готовы развиваться и становиться тем человеком, которым вы всегда хотели быть, но почему-то сидели, ждали, боялись, волновались. И от этого жизнь-то прекраснее не становится. Там мы ждем и думаем, ну когда же будет хорошо? А хорошо, оно, как правило, просто не бывает. Просто так бывают всегда плохие новости или проблемы заходят в дверь, а хорошие нужно организовывать. Поэтому да, вот такие новости у нас с вами будут на небе. Я не скажу, что плохие. Все, что будет происходить в глобальном масштабе, в событийном, это все нам необходимо. Да, даже если вы мне скажете, Женя, новости вообще просто ужасные, так себе неинтересные, что же теперь будет, и много разных событий. Но, ребят, нам всем это необходимо. Для чего? Для того, чтобы осознать, что очень много времени мы все идем не туда, и необходимо просто начинать жить свою жизнь. Итак, как же будет проживать это лунное затмение каждый знак зодиака? И, естественно, начнем с самых ярких, быстрых и решительных, естественно, с Овнов. Да? Как будут проживать Овны этот коридор затмений? Я хочу сказать, что Овнов-то будет, наоборот, смена такой энергии, да? То есть управитель ваш Марс меняет как раз-таки накануне знак с Водолея на Рыб. И здесь есть такой момент, дорогие Овны, главное не залениться. Если заленитесь, упустите всю ту выгоду, которая будет. Потому что, дорогие, любимые мои Овны, как раз-таки еще перед коридором затмения мы запускаем все астрономический новый лунный цикл. У нас Овны будут запускать все соляры, отмечать свои персональные дни рождения. И почти весь апрель это счастье и мероприятие будет происходить. И вообще апрель у Овнов будет очень классно. И, дорогие мои, любимые Овны, вот если в лунное затмение начнете лениться, то есть высокая вероятность, что вы пропустите и упустите всю ту выгоду, что ждет вас в апреле. Поэтому, ну, ребят, давайте активность и только активность. Начинайте еще до лунного затмения, до коридора затмения. Специально записываю это видео пораньше, для того, чтобы вы подготовились. Тельцы. Ну что, мои тельцы, у вас, конечно же, будет момент именно любовных отношений, и эти любовные отношения, я бы так сказала, история, которая давно с вами живет. Если вы смотрели мой гороскоп на март, прикреплю ссылочку со всеми плейлистами, да, гороскопов на март, заходите, смотрите свой гороскоп, если вы его не видели, то для вас очень мощная и актуальная тема – это тема отношений. И она важна будет для вас именно в марте, как и в начале, и в середине, в момент таких пиковых эмоций, так и, конечно же, все осознания к вам придут
именно как раз-таки в лунное затмение. И если крутить дальше, то здесь, конечно же, не впадайте в жертву, не впадайте в жертву, чтобы получить этой весной все то, что вы хотите, потому что и апрель, и май обещают быть для вас очень классными месяцами. Но, ребят, здесь главное не уйти в страдания именно в партнерской сфере, не уйти вот в эти иллюзорные замки, в которые хочется поверить. Смотрите на мир без розовых очков, и тогда все будет хорошо. Это тельцы, и ваши эмоции и настроение на лунное затмение, в принципе, на коридор затмений. Снимайте розовые очки, смотрите на мир честно, по-тельцовски. И не закатывайте такие злые истерики, да? Постарайтесь понять, почему так случилось, почему происходит в любовной сфере вот такие истории, и почему вы не можете заработать денег. Потому что необходимо построить те самые отношения, которые вы хотите. Без этих отношений тот финансовый скачок и та комфортная жизнь, она будет только сниться. Поэтому не придумывайте себе иллюзий, отвечайте честно на уроки с жизни, и будет все хорошо. Близнецы. У близнецов я вообще считаю, что коридор затмений пройдет очень хорошо, очень прекрасно. Меркурий движется по знаку Овна, не обременен напряженными какими-то аспектами. Но только если к самому моменту ретроградного Меркурия, да, ребята, у нас на небе ретроградный Меркурий с 3 апреля и уже в конце марта начнет фонить. Само лунное затмение 25 марта пройдет, я бы так сказала, без отягощающих каких-либо обстоятельств для близнецов. Коридор затмений наступит после для вас и продлится для вас, дорогие мои любимые близнецы, я бы так сказала. Он не закончится 8 апреля, он продлится до 26 апреля вместе с ретроградным Меркурием, и на этот момент ваш главный управитель и единственный Меркурий будет в квадратуре с Плутоном, и здесь необходимо будет понимать, что вы говорите, что вы делаете, ругаетесь ли вы с людьми, для чего вы используете самый главный ваш навык, это интеллект, это разговор, это умение построить коммуникацию. Для чего вы вообще живете и какой путь вы по жизни имеете. И здесь такой мощный момент осознания, ребята, конечно же, будет сбоетехника, доставки, поставки, договоренности, но все это будет зависеть в том числе от вас. Поэтому, да, мои дорогие близнецы, само лунное затмение для вас будет такой момент классно расслабленный, но к концу марта и коридор затмения для вас будет сложноватым и будет вас проверять. Действительно это то, что вы хотите, туда ли вы идете, вас будут проверять ваш путь по жизни. И это такой экзамен, который необходимо пройти. Поэтому еще раз говорю, многие вещи, если вы хотите запускать, запускайте до лунного затмения для того, чтобы в коридор затмений и в ретроградный Меркурий не случилось каких-то казусов. Просто понимайте, что другие знаки зодиака могут тоже попасть под это влияние. И это нормально. Кто у нас следующий? Следующий у нас раки. Для раков, естественно, весь спектр чувств, полнота переживаний. Хочется сделать много, хочется всем все рассказать, хочется со всеми поделиться, но эмоции будут сидеть внутри. Дорогие мои любимые раки, в лунное затмение, конечно же, стройте себе романтический вечер, встретитесь с любимыми, отдохните, расслабьтесь, потому что для вас этот коридор затмений будет напряженный, как, собственно, все мероприятия и манипуляции, которые связаны у нас с полнолуниями, новолуниями, затмениями коридора, неважно, солнечные они или лунные, вы всегда у нас на это реагируете, поэтому понимайте, будет эмоционально нестабильное время, которое для вас закончится, с коридором затмений 8 апреля закончится очень активно.
очень активно закончится, да, а так придется все-таки пройтись по своим эмоциям, пройтись по своим переживаниям, заглянуть в себя, заглянуть вокруг, посмотреть, что происходит, как это стыкуется с вашим мироощущением, что вы хотели сделать, чего вы сделать не хотели. И такая, я бы сказала, переоценка ценностей у вас возникнет в это лунное затмение, и сам коридор затмений закончится как раз-таки солнечным затмением, когда вы поймете, а что делать-то, да? То есть придет к вам те мысли, те осознания, когда захочется делать, действовать, принимать резкие кардинальные движения, да, решения. И это будет, я бы так сказала, очень хорошей, классной отправной точкой для того, чтобы начать активно эту весну. Конечно же, уже в принципе в глобальном таком плане, да, 8 апреля это уже, я бы так сказала, больше, чем треть весны закончится, но тем не менее время для осознания нам иногда порой так нужно и необходимо, но мы в силу своей занятости и беготни не даем себе времени расслабиться. Поэтому здесь выделите себе время для эмоций, и пусть они пройдут так, как надо. Итак, львы. Ну что, мои дорогие мои и интересные львы. Вообще скажу так, что эта весна для вас, она такой момент достаточно интересный. Время большой такой интересной проявленности, и в том числе коридор затмений. Здесь будет такой момент, что вам захочется именно в лунное затмение, вам захочется вот как-то вот так спрятаться, скрыться. Но здесь, ребят, ни в коем случае. Необходимо наоборот проявляться, необходимо наоборот показывать о себе, заявлять о себе, делать, стремиться, руководить, если обстоятельства к этому подтягивают. Да? Отсиживаться ни в коем случае нельзя. Знаю, обычно хочется в этот момент вот прям залениться. Нет. Временно у нас наступил год очень активной и яркой проявления как раз-таки львовской энергии. Поэтому проявляйтесь, дорогие львы. Я знаю, что это слово сейчас очень такое трендовое, хайповое, да. Ну, в общем, позволяйте своей душе выделяться среди толпы, выделяйте среди своих эмоций, позвольте себе подняться на ступень выше, и этот коридор затмений как раз-таки про это. В лунное затмение будете чувствовать себя хорошо, прекрасно, и на самом-то деле от чего бояться, чего переживать. Действуйте, ребят. Девы. Ну, у дев будет все, я бы так сказала, по полочкам, структурировано и быстро. То, что Меркурий идет по Овну, для дев будет давать очень такое много продуктивной и активной эмоции, энергии. И здесь, конечно же, понимаете, что трудности будут, но с этими трудностями вы справитесь. Главное, чтобы вот не завышать такую, я бы так сказала, сильно эмоциональную планку в этом отношении. Здесь понимаете, что трудности будут, это нормально, но вы совсем справитесь. Это такой немножко эгоистичный такой мотив, да, в коридор затмения ни в коем случае не отступать, в ретроградный Меркурий ни в коем случае не отступать, но повозиться придется. И здесь, конечно же, в само лунное затмение, ну, 25 марта, никаких проблем, ребят. Действуйте активно, продвигайтесь, занимайтесь своими вопросиками, которые вы хотите, а они как раз-таки будут в вашей голове появляться. Лилит активно стоит в девах, и здесь, ну, ребят, все страхи, комплексы, зажимы, переживания, которые когда-то у вас были, просто начинайте с ними работать, понимаете, отвечайте себе честно на все эти вопросы. Вы можете, у вас усидчивости хватает, ответить себе честно на все неудобные вопросы, отвечайте честно и идите вперед. Для вас и лунное затмение, и сам коридор затмений будет очень таким четким моментом продуктивности, когда вы очень много чего сделаете, при этом получится еще и даже прибыль получить больше, чем многие другие знаки зодиака, поэтому здесь дерзайте. У меня нет никаких других вариантов, кроме того, как сказать вам дерзайте, дорогие мои любимые девы. Дальше, весы. Ну, весы – это тот знак, который, конечно же, у нас останется не просто незамеченным, я бы так сказала. На момент коридора затмений у весов будет как раз таки, у неба к весам будет такое достаточно предвзятое отношение, потому что необходимо здесь как раз таки поработать. Дорогие мои любимые весы, отложите вот все свои массовые, популярные, активные социальные желания и посмотреть честно на свою жизнь, что у вас есть, к чему шли,
чего сделали, ради чего бьетесь, что получилось, что нет. Или, может, вы вообще на отрезке этого времени, там, дойдя к определенному возрасту, ничего не сделали, и этот момент необходимо просто себе честно сказать: я лентяй, окей, хочу что-то сделать. Делайте. Начинайте, делайте, внедряйте, ничего в этом такого нет. Работайте с собой, работайте над отношениями, работайте над семейными отношениями, над своими отношениями с детьми, с партнерами, над отношениями с коллегами в том числе, да. Работы много. Для чего вот это вот все нужно? Да, потому что, дорогие весы, вы у нас являетесь как раз-таки тем звеном в зодиаке, которое отвечает за социальную реализацию. Да? Не вот тот гигантский социальный статус, а социальная реализация. И реализовываетесь вы, дорогие весы, именно когда у вас есть партнерские отношения. Не ширма такая для всех, чтобы никто не приставал, не задавал неудобные вопросы, а именно партнерские, любовные, теплые, приятные отношения, называйте их как угодно. Вы знаете, какими они должны быть, вы к ним, вы их хотите, но не знаю, каждый отдельно, идете вы к ним или не идете, или считаете, что к вам все должно прийти. То есть понимаете, что гора не идет к Магомеду, вот такая история, ребята, к горе нужно прийти самим, да, то есть и нужно сделать 9 шагов для того, чтобы вот немножко подвинулась гора, нам бы показалось, да. Вот такая вот история. Нам до всего в этой жизни нужно прийти самим. Поэтому, да, дорогие весы, не думайте, что кому-то повезло больше, а вам не повезло. Вам нужно здесь, мол, трудиться больше, чем всем. Нет, вам нужно трудиться просто потому, что вы считаете, что вам это просто так должно быть дано. Нет, никому просто так не дается. Поэтому необходимо над этим трудиться. Любовная сфера будет подвергаться у вас изменениям, претерпевать различные кризисы для того, чтобы вы поняли, что что-то там не так, и где-то вы просто уходите от отношений, для чего вы боитесь, почему вы не вкладываете туда силу, эмоции, душу в том числе, да? Почему вы уходите от этого, естественно, жизнь ваша не становится той красивой, яркой, интересной, которую вы себе представляете. Здесь все просто, здесь все понятно, казалось бы, да, но это много работы, на самом-то деле, в глобальном масштабе это много работы, и работа это длиной всей жизни. Как раз-таки в это лунное затмение эта работа, я надеюсь, начнется. Начнется, естественно, с неприятного, с разбора полетов, страхов, зажимов, переживаний, но это необходимо, ребят. Поэтому здесь не серчайте, просто понимайте, что уже ждать было некуда, необходимо вас тормошить. И идите в свое будущее. Скорпионы. Скорпионы, я знаю, вы вообще у меня ничего не боитесь. Вы тот знак зодиака, который гребет, выгребает, и ему прекрасно. И здесь я не скажу, что у скорпионов будет сложно. Нет, у скорпионов будет прекрасно и лунное затмение, и коридор затмений. Просто когда на небе вот такая интересная, сложная вещь, скорпионам просто по кайфу. Ребят, трудности будут? Конечно же. Не можете же вы без трудностей. Трудности будут, закалять будут тоже. Финансы будут, финансы будут. Как будут продвигаться проекты? Быстро, интересно, необычно. Напоминаю, что Плутон, ваш управитель, находится в знаке Водолея, и он, я бы так сказала, на классной такой позиции активной деятельности. У него просто много и куча благоприятных аспектов, поэтому понимаете, что возможности перед вами открыты, внедряйте, делайте, что хотите, запускайте, проявляйтесь. Будьте классными скорпионами. Только понимайте, что в середине коридора затмения, с начала апреля, у нас будет ретроградный Меркурий. Здесь, конечно же, смотрите над коммуникацией. Не вам это говорю. Другие знаки зодиака очень быстро, легко и ловко попадают под влияние ретро-мерка. Вы, естественно, просто понимаете и давайте людям шанс на ошибку. Не надо вот сразу вот мне писать, как меня вот они все одолели своей глупостью и тому подобное. Почему нельзя быть таким расторопным? Все мы разные, не у всех такой навык выживания, как у вас, дорогие, поэтому здесь запаситесь терпением. Да, вам будет казаться, что все какие-то медленные, что все какие-то делают это все специально, и сохраните это терпение еще до конца апреля. Ретроградный Меркурий у нас на небе с 3 по 26 апреля. Да, мои дорогие, и в этом во всем вам необходимо будет совершить квантовый скачок, поэтому действуйте. Конечно же, действуйте, начинайте
все до лунного затмения 25 марта. Прекрасное время для того, чтобы начать первые 2 недели нового лунного цикла. Действуйте, внедряйте, не грустите, не переживайте и с доблестью, с прекрасным настроением принимайте трудности, которые все будут, потому что трудности вас только учат, как нужно в этом мире общаться с людьми. Вот такая история. Естественно, не забывайте про деньги, потому что деньги близко с вами, они ходят вокруг вас, и, понимаете, доделывайте дела до конца, доделывая до конца, к вам будут приходить финансы. Не бросайте на полпути. Что касается у нас стрельцов. Ну, дорогие стрельцы, я бы так сказала, что этот коридор затмения для вас будет очень активным. Будет активным, ярким, интересным, получится очень много чего сделать, даже запустить проекты, неординарные, новые, интересные, IT, можно даже сказать странные, работа в онлайне будет хорошо продвигаться, возможности будут у вас, если вы не будете бояться, да, вот всегда вот в этом во всем прекрасном есть такой момент «если». Да, если вы не будете бояться, если вы не будете сидеть, если вы не будете предъявлять претензии своим вторым половинкам и говорить, что это кто-то где-то во всем виноват и мне не дал это сделать. Да, ребят, нет, дорогие мои любимые стрельцы, знайте, что если у вас чего-то нет, значит это вы не сделали, а не вам не дали. Поэтому здесь внедряйте и делайте, и не бойтесь. Понимаете, что вам необходимо реализовываться для того, чтобы вы не выросли большими ворчунами, обиженных на весь мир. Если вы растете таким человеком, понимайте, что это все из-за того, что вы не раскрываете свой потенциал. А это лунное затмение и коридор затмения в том числе. Здесь для того, чтобы вы наконец-то начали делать те самые кардинальные действия, принимали решения. И если в лунное затмение 25 марта вы еще будете мешкать, переживать, волноваться, то 8 апреля у вас уже должны быть четкие мысли, что я хочу сделать, что хочу внедрить, для чего. Но было бы классно, если бы эти решения к вам пришли еще даже раньше, да, где-нибудь в конце марта, потому что решения, принятые в ретроградный Меркурий, как правило, долго не длятся, к сожалению. И эффект от них тоже быстро сгорает, да, и вот такая вот энергия и амбиции тоже улетучивается. Поэтому действуйте в марте, для того, чтобы в апреле и в мае продолжать то дело, которое вы уже начали, да. Естественно, получать ту самую прибыль, которая вам, ну, просто положена, если вы, конечно, трудились и старались. Козероги, любимые мои, активные, кропотливые и самые терпеливые козероги. Что хочу сказать, на момент этого коридора затмения у вас, конечно же, вас немножко весь этот сложный мир, который развивается непонятно как, напрягает. И здесь понимаете, что возникнет вопрос с финансами, возникнет вопрос с реализацией социального статуса, что вы хотите, как вы хотите, где вы хотите, для чего вы хотите, но при этом, и я вам так хочу сказать, что это лунное затмение запустит тот самый цикл вашей активности, продуктивности, всех ваших эмоций и желаний, что вы хотите сделать. Да, и если в начале коридора затмения, в мартовской его части и в лунное затмение, Сатурн, ваш главный управитель, будет в соединении с Венерой, и здесь, конечно же, история, знаете, такая активного получения прибыли, финансов, договоренностей, изменения своего вот внутреннего ощущения, работа как раз-таки с теми историями, выход в новые коллективы, то есть полезные знакомства, полезные компании, встреча с большими компаниями, даже с корпорациями, если вы туда вливаетесь и осмеливаетесь, тогда будет очень классный эффект. Если же вы туда не идете, то к концу коридора затмений, и я бы так сказала, серединку апреля, придется, конечно же, здесь вместо активных, ярких, мощных действий, здесь, конечно же, будет момент претензионный, момент ругани, момент, когда хочется, наоборот, все испортить. Поэтому не допускайте этот момент, не теряйте шансы и возможности, которые будут в вашей жизни. Активно участвуйте в своей жизни, потому что, знаете, моменты коридоров затмений, они всегда сосредоточены большим таким и мощным скоплением. С учетом того, что этот коридор затмений вообще, в принципе, нацелены на то, чтобы мы
начали действовать, начали идти туда, куда всегда боялись идти, начали реализовываться там, где всегда боялись, но нам туда хотелось. Поэтому, дорогие мои любимые козероги, вот вам туда, куда вы думаете и вам страшно, как раз таки и надо. И не теряйте все свои возможности. Водолеи. Ну что, мои дорогие водолеи, если вы очень классно трудились в феврале, я знаю, что в феврале было сложно, я знаю, что первая половина марта тоже будет сложно, да, но этот коридор затмений даст продуктивные действия. В лунное затмение так вообще 25 марта захочется столько всего переделать, столько всего создать, столько всего внедрить, и прекрасно делайте. Будет очень много энергии, энергия на креатив, на реализацию, на продвижение, на учебу, на поездку. Прекрасное время, действуйте активно. Я не скажу вам ни в коем случае сидеть, ждать и переживать, ни разу нет. Делайте, внедряйтесь, потому что весь коридор затмений для вас будет энергия, я бы так сказала, бьющая активно вас изнутри, вам захочется горы сворачивать, захочется делать и действовать то, что вы раньше не делали, и вам вообще будет казаться, что вы столько времени отсиживаетесь на скамейке запасных. Но весь коридор затмений для вас в принципе будет, даже ваши страхи будут вам помогать. Да, Уран будет в соединении с Юпитером и в секстиле, в трине с Лилит. Это прекрасный момент, когда вы понимаете, да, мне страшно, но я действую, я работаю, я развиваюсь, я понимаю, что возможно не получится, ничего страшного, начну еще раз, но скорее всего, мои дорогие, получится. И все, что будет происходить с этого лунного затмения до солнечного затмения, прекрасно делайте, действуйте, потому что для вас это реально коридор возможностей. Реализуйтесь, пожалуйста, мои дорогие. Я знаю, постоянно пишите, что последние полгода были очень сложные, очень невыносимы, и я вас прекрасно понимаю. Поэтому не упускайте шансы, возможности, потом будете сожалеть. И, мои дорогие и любимые рыбки, закрываем, как говорится, круг знаков зодиака. Ваши мысли и моменты в этот коридор затмений, ну, они такие будут очень мощные, они будут интересные, они будут, естественно, про финансы, про куда катится мир, про то, куда докатилась моя жизнь в этом мире, что я сделал, что я не сделал, иду ли я делать или нет, или я еще волнуюсь. И здесь такой, знаете, на самом-то деле момент, что нет ничего такого сложного, что отягощало бы ваши мысли и переживания, да? И если вы не впадете в такие вот уныния, все будет хорошо, потому что момент реально творческий, активный для переживаний, для действий. И здесь, конечно же, понимаете, что все будет зависеть от вас. Я не скажу, что будет сложный для вас период. Нет, период активный, и потом даже Плутон будет вас поддерживать. Делайте активно, внедряйтесь, что хотели. Творческие проекты, проекты масштабные, глобальные. Все будет хорошо. И здесь главное, понимаете, что все будет в ваших руках, если только вы не начнете придумывать себе какой-то иллюзорный, такой сложный мир, в котором необходимо совершать какие-то сложные глобальные действия. Нет, коридор затмений принесет очень многого и интересного, и здесь главное действовать. Дорогие мои любимые знаки зодиака, я надеюсь, что этот коридор затмений и лунное затмение начнется для вас так, как хотите это именно вы. С вами была я, и если у вас остались вопросы, задавайте под видео, и я на них обязательно отвечу. Друзья, спасибо, что были здесь, и увидимся в следующем ролике. Пока-пока!